Италия и моцарелла – понятия неразделимые. Уже много веков сыроделы во всем мире пытаются раскрыть рецепт приготовления этого уникального продукта. Сегодня мы приоткроем тайну создания традиционной итальянской моцареллы из коровьего молока «Фьор де латте». В Италии столетиями этот сыр производили практически в каждом частном дворе, но хранился он всего один день. Много времени понадобилось ученым, чтобы понять, каким образом продлить срок годности моцареллы, при этом сохранив ее вкусовые и полезные свойства. В 1971 году в провинции Пьемонт в местечке Моретто начали делать моцареллу с использованием чистых заквасочных культур. Это было первое промышленное производство моцареллы на заводе Локотелли. С тех пор большинство ценителей итальянской кухни во всем мире узнали вкус настоящей моцареллы. Не секрет, что спортсмены и люди, заботящиеся о здоровье, в своем рационе постоянно употребляют этот сыр. Чем же он так полезен? Уже давно ученые выявили, что регулярное употребление моцареллы омолаживает организм на несколько биологических лет. Полисахариды, содержащиеся в ней, укрепляют соединительные ткани, что делает тело более упругим, а кожу эластичной. Моцарелла, она как раз позволяет сочетать в себе качество сыра, его полезные свойства, и при этом является натуральным свежим продуктом. Помимо того, что моцарелла помогает сохранить молодость, с помощью нее можно вкусно и быстро похудеть. И обычно калорийность моцареллы составляет от 240 до 300 килокалорий. Это достаточно невысокий уровень для сыров. Таким образом, мы имеем возможность всегда поддерживать красивое тело и хорошее состояние души. А так как моцарелла содержит в 4 раза меньше соли, чем обычные сыры, ее особенно рекомендуют употреблять людям, страдающим гипертонией. Как же делается по-настоящему полезный итальянский сыр моцарелла? Здесь, на заводе в городе Севске, экологически чистом месте, производится классическая итальянская моцарелла «Уна Гранде». Приготовление моцареллы, как и любого сыра, начинается с отбора молока. Для производства сыра моцарелла «Уна Гранде» используется молоко высшего сорта. В этом специальном танке замешивается смесь для производства будущего сыра. Самый дорогой ингредиент моцареллы – заквасочные культуры, технология создания которых – секрет итальянского государства. Для облегчения и ускорения процесса многие производители используют лимонную кислоту, но такая моцарелла не содержит полезных бактерий и из нее не выделяется молочко. Для приготовления моцареллы «Уна Гранде» используются только чистые заквасочные культуры. Заквашивание наших сыров происходит естественным образом, без всяких ускорителей. Нам главное качество, то есть наша задача произвести хорошую моцареллу. Здесь сырная масса плавится при определенной температуре, после чего попадает в специальную машину, где ей придают нужную форму. Линия и оборудование, на котором мы производим этот сыр, куплены нами в Италии. На сегодняшний день это одно из самых современных технологических производств на территории Российской Федерации. Ежедневно итальянские специалисты контролируют весь процесс создания моцареллы «Уна Гранде». Здесь сыр охлаждается и настаивается в соляном растворе. Раскрою вам секрет. На самом деле, каждую партию, которую мы делаем, мы анализируем, мы пробуем, мы дегустируем. Мы должны быть уверены, что то, что мы выпускаем, хорошего качества. Уже через сутки после производства моцарелла «Уна Гранде» попадает на прилавки магазинов. Основная разница с итальянской моцареллой у нас то, что мы поставляем нашу моцареллу на полки магазинов уже через день или через два. Чтобы привезти из Италии, нужно как минимум неделю. И вот за неделю моцарелла размягчается, она становится более мягкой и менее вкусной. Так на что стоит обращать внимание при выборе моцареллы? Если сыр продается в магазине в открытом виде, то это вызывает очень большие сомнения, потому что именно моцарелла должна находиться постоянно в соляном растворе. Имеет смысл покупать сыры в герметичной упаковке. И очень важно, конечно, это срок годности. Считается, что сыр можно есть в течение 25 дней со дня приготовления. Но сыровары уверяют, чем свежее моцарелла, тем она полезнее и вкуснее. Как выбрать качественную моцареллу? И как определить, содержит ли она полезные заквасочные культуры или нет? Он должен быть упругим.
Иметь волокнистую структуру. При нажатии должно обязательно выделяться молочко. В каждом грамме такой моцареллы содержится 800 миллионов уникальных молочно-кислых бактерий, которые благотворно влияют на пищеварение. Моцарелла Уна Гранде обладает всеми перечисленными признаками. Уже не первый год шеф-повар Джузеппе Ди Анджело балует столичных гурманов итальянскими блюдами. И для него, как для истинного итальянца и ценителя моцареллы, выбор этого сыра – актуальный вопрос. E soprattutto perché comunque come un prodotto di ottima qualità, è un prodotto... Найти хорошую и качественную моцареллу в России очень сложно. В Италии этот сыр едят в первые дни его приготовления. Самая вкусная моцарелла – это свежая моцарелла, а также та, которая сделана естественным способом, без добавления лимонной кислоты и консервантов. Когда я впервые попробовал Уна Гранде, я сразу почувствовал настоящий вкус и качество традиционной итальянской моцареллы. I miei clienti avranno un prodotto ottimale. Сегодня я расскажу вам, как приготовить национальную итальянскую закуску капрезе. Для этого нам понадобится моцарелла Уна Гранде Fior di Latte. Сразу скажу, как проверить настоящую итальянскую моцареллу. Bella, una mozzarella piena di latte come questa. Ah, questa è la mozzarella buona. При разрезании и надавливании из нее выделяется молочко. Итак, нарезаем нашу моцареллу овальными дольками. La classica insalata caprese. Dei pomodori. Далее нарезаем помидор кольцами. Vivi. E andremo ad alternare nella nostra composizione un po' di pomodoro, un poco di mozzarella e un po' di basilico. И все это красиво выкладываем на тарелку. Una fogliolina di basilico. Сначала помидор, потом моцареллу и затем лист базилика. Metteremo del pomodoro, che è una cosa che più Украшаем semplice, сверху più fresca листочками non ci può базилика. essere, specialmente adesso d'estate. È una В cosa конце buonissima. поливаем наше капрезе оливковым маслом экстра virgin. Extravergine, generoso. Questa una sana e Теперь fresca частичка mozzarella, Италии un bel украсит и ваш pomodoro. стол. Buon appetito. Моцарелла – такой сыр, который действительно требует то, что к нему нужно относиться с душой. В России потребление моцареллы из коровьего молока Fior di Latte составляет 4000 тонн в год. Это примерно 28,5 граммов на человека. Тогда как только в одной итальянской провинции Апулья в среднем каждый человек съедает 25 килограммов моцареллы в год. Там культ моцареллы. Она есть почти в каждом доме и в каждом ресторане. На этом фоне диетологи заметили, что итальянцы намного реже страдают проблемой ожирения, и среди них большое количество долгожителей.